Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала. Приветствую вас на канале Атинакнит. И сегодня я хочу вам показать, как я вяжу этот популярный узор медвежьи лапки. Это футболочка. Пока связан только спинка связана. Вязан этот узор по моему файлу, без всяких переключений кареток. То есть мы как настроили каретку в начале вязания, настраиваем, так и вяжем до окончания изделия. Никаких переключений, никаких выдвиганий игл. Кроме того, обратите внимание, рукавчик спущенный, немного спущенное здесь плечо, и сразу идет обработка рукавчика айкордом, что делается очень удобно, без лишних тоже таких больших движений. То просто это я все учла уже в своем файле. Также на футболочке горловина сразу отделана айкордом прямо на машине. И эта спинка, и я оставила хвостик для того, чтобы продолжить этот айкорд на переде. Далее хочу обратить ваше внимание на оформление низа этим узором. Я специально не сняла, это так называемый заработок, он еще не снят. И здесь для оформления низа я использовала робот-каретку. Также это можно, вот он дает такой волнистый край. Сейчас снимем заработок и посмотрим, как это смотрится без заработка. Что я еще хочу сказать? Заработок где-то 10-15 рядов. И всегда, когда мы начинаем вязать ажур, нам все-таки необходимо его начинать с заработка и потом делать только наборный ряд. В частности, у меня здесь наборный ряд идет обвив с провязом через иглу. То есть об этом я уже рассказывала. Мы обвиваем иглу и провязываем образовавшуюся петельку через петлю заработка. Заработок снимается такой очень легко. То есть мы надрезаем аккуратненько вот последнюю петельку, которая у нас здесь была. И за второй конец, за второй кончик аккуратненько вытаскиваем нитку заработка. Сейчас прямо на ваших глазах я сниму эту. То есть потихоньку продвигаем рукой. Вуаля. Вот. Заработок снялся. И мы видим, что теперь здесь низ оформлен. Вот это у меня 3 ряда роботом, 2 ряда основной кареткой, еще 3 ряда роботом. Оно органически вписывается в ажурный узор. Итак, давайте будем смотреть, как же вязать файл, который я придумала. Я подготовила файл специально для вязания ажурных узоров с одним проходом каретки на машине Бразер. Я поняла алгоритм, какой нужен, чтобы не было на машине никаких переключений, выдвиганий игл и тому подобное. То есть мы настраиваем свою основную каретку и вяжем все одним разом. Сам процесс вязания включает в себя проходы ажурной каретки и проходы основной каретки, но они между собой связаны. Обе каретки в процессе у меня привязаны
подключены к отборочному ремню. Итак, первый стартовый ряд я уже отвязала. Ажурная каретка начинает справа. И первый ряд вяжет справа налево. Это я уже сделала. И теперь ажурная каретка будет вязать 12 рядов, 12 проходов каретки. Смотрим внимательно. То есть первые ряды она до 11 ряда будет вязать как обычно. И поехали. Раз, два, три. Обращаем внимание на крайние иглы. У кого нет каретки с розовыми шлицами. Также я здесь делаю айкорд по краю. И поэтому эти последние 3 иглы у меня предназначены для айкорда. Я задвигаю здесь обратно и на противоположной стороне тоже обратно. И вяжу дальше до 11 ряда. 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ряд у нас прошел. И теперь обращаем внимание, каретка будет вязать 12 ряд. Иглы, у меня файл сделан так, что иглы на последнем проходе ажурной каретки она выставляет для работы основной каретки. То есть иглы у меня будут выставиться в положение D. Видите, они выдвинулись здесь вперед. На основной каретке у нас такие следующие настройки. У меня нажаты 2 кнопки парт, и каретка примкнута к ремню на КЦ. И поскольку я вяжу айкорд, и сейчас у меня все иглы будут провязываться, но для айкорда мне необходимо, чтобы последние 3 иглы не провязывались. Я их задвигаю в заднее, в рабочее, фактически в рабочее положение, которое при нажатии кнопок парт не будут провязываться. И провязываю этот ряд, аккуратно следя за ниткой. Вот каретка провязала до конца ряд. Последние 3 иглы у нас не провязаны. Все иглы встали в рабочее положение, в котором они не будут провязываться при нажатых кнопках парт. И едем просто обратно. Едем обратно на левую сторону. Здесь у нас появился провис нитки. Ее как бы можно сюда зацепить, когда будет ходить ажурная каретка. Далее, при вязании этого файла важно, чтобы к ремню каретка, которая не работает, в данном случае основная, не была подключена к нему. То есть мы ее отодвигаем достаточно далеко. И теперь начинает работать ажурная каретка. Опять вяжем 12 рядов. 12 проходов каретки делаем. Раз, два, аккуратно с концов иглы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ряд. И теперь у нас каретка
оставит, ажурная каретка оставит все иглы в заднем положении, чтобы основная каретка могла переехать на ту сторону, откуда нам необходимо начинать вязать. И после ряда задвигаем ажурную каретку подальше, чтобы она не цеплялась за ремень. И идем далее. Что важно, всегда следить за тем, чтобы был закрыт здесь этот рычажок, чтобы нитка не выпадала. И когда мы будем сейчас ехать обратно, то нитку подтягиваем наверх рукой. Подтягиваем наверх рукой нитку. То есть я рукой это делаю. Провязали, продвинули каретку до конца. И начинаем вязать. И смотрите, иглы у меня выдвинулись опять в переднее положение, положение D, в котором с нажатыми кнопками Part они провязываются. И не забываем, так как I-cord делается на двух сторонах, то я задвигаю последние 3 иглы. Вот таким способом получается легко и без всяких переключений каретки, выдвиганий игл вязать узор. Точно так же мы можем сделать файл, в котором будут участвовать иглы передней фантуры. Далее, кого интересует файл, прошу вас связаться со мной через мессенджер. Ссылка на мой Facebook профиль будет под видео. Также те, кто желает поподробнее ознакомиться с технологией, как именно я изготовляла этот файл, пишите в комментариях, нужно ли снять об этом подробное видео. Некоторые части из процесса уже есть в роликах про изготовление файла для вязания ажура с робот-кареткой, а также еще в одном ролике, ссылки на которые я поставлю под этим видео. На этом сегодня я была рада с вами всеми встретиться вновь. Пожалуйста, пишите в комментариях, на какие темы, что вас еще интересует, о чем снять подробное видео. Спасибо всем подписчикам и тем, кто нечаянно попал на мой канал. Спасибо вам всем за просмотры. Надеюсь, что я смогу вам быть полезна и впредь. На сегодня пока-пока.